Всем привет! Меня зовут Кристина, вы на канале Вязание. Сегодня у меня вторник, 20 число, и я решила, пора бы уже подключиться, показать, чем я здесь занимаюсь. Сегодня у меня в качестве декорчика вот такая корзинка с зайчиками. В предыдущем видео я показывала, я вязала их из ниточки от фирмы Vita Baby Print. Такие замечательные зайчики получаются. Я их уже собрала. Вот. Покажу поближе. Вот такие замечательные у меня брелочки получились. Это моя схема. Многие спрашивали. Я оставила схему в Инстаграм и ВКонтакте. Просто текст. Зайчик простенький, вяжется тело, ручки, ножки, все это цельно. Ну, ручки ввязываются и пришиваются только ушки. Вот такой малыш. Так, давайте замерим. Эта ниточка 400 метров на 100 грамм. Ну, в общем, примерно как детская новинка. И зайчик получается примерно 11 сантиметров. Ну, плюс-минус. Кстати, не пробовала вязать из Yarnart Jeans. Надо будет попробовать. Интересно, какой получится. С момента последнего вязовлога не так уж много и связалось, так как только я закончила заказ и хотела вязать из ниточек тех, которые я прикупила. Лежит очень много новых ниточек, которые хочется попробовать. Но получилось так, что пришлось ехать снова в станицу. Поэтому не очень много связано. Хотя уже прошло практически 2 недели. Практически за неделю у меня было связано только вот это тело единорожки. И в дороге у меня удалось связать вот сколько здесь. Ну, в общем, 7,5 кудряшек. Получается, пока была у мамы, связала тело. Специально быстренько его собрала, все сделала, чтобы в дороге вязать гриву. Ну, не очень много, конечно, получилось. Кстати, вяжу такую же единорожку, потому что, помните, я показывала, что у меня был большой заказ на игрушки. И получилось так, что поменяли йоду, которого я вязала, на 2 единорожки вот таких. Так сказать, отказались от йоды и вместо него взяли 2 единорожки. Ну, думаю, невелика потеря. Вместо одной получилось, продала 2. Вот, поэтому хочу восполнить. У меня в наличии нет ни одной единорожки. И вот хочу, так сказать, восполнить то, чего нет, и навязать замену. Очень мне нравится вязать гриву из такой вот секционной пряжи. Сейчас вот даже смотала клубочек, и не видно, какой цвет, да, там следующий будет. Очень интересно вязать. Ну, в общем, кто давно смотрит мой канал, тот знает, что это единорожка по моему мастер-классу. На гриву и на хвостик у меня уходит 50 грамм пряжи. Это у меня Alize Cotton Gold батик. Вот. В общем, теперь у меня есть такая отдыхалочка. Я ее буду так медленно вязать, кудряшки, когда где-то в дороге еду там или еще что-то. Вот. Обмотаю эти белые, ну, в общем, половину тела обмотаю пленкой, чтобы не вымазывалась, и буду вот в дороге вязать. Так, вот такой у меня процессик. Далее по приезду я наконец-то собрала тигренка. Помните, я, наверное, еще в начале месяца, или может быть в том месяце, начинала вязать тигренка. Хотела найти какие-то маленькие схемки, чтобы можно было вязать брелочки. Ну, в общем, готовиться к Новому году. Вот. В общем, как-то изначально не сдалось мне с этим тигренком. Ну, в общем, просто, на мой взгляд, здесь очень широкие ножки.
Но, что хочу сказать, когда я смотрела на фотографию, там было много тигрят в такой корзинке какой-то, либо, может, на столе разложено. Часть была в юбочках, часть в штанишках. Мне очень понравилось, ну, как бы на вид игрушка, все, и я решила связать. В общем, моя игрушка мне не понравилась. Ну, может быть, вот так. Просто поменять немножко ножки здесь, ну, чтобы они не такие широкие были. И тогда, в принципе, меня устроит. Вот смотрите, если вот так, ну, не видеть, что здесь вот такие широкие лапы, то, наверное, хорошо смотрится. Но, опять же, ну, в общем, что-то не то. Но я вам все равно оставлю ссылочку на этот мастер-класс. Примерно игрушка получается 11,5 сантиметров. Может быть, просто она мне не нравится, а вам может нравиться. Просто это, ну, мой взгляд такой на вот эти вот ножки. А так, схема понятная, все там вяжется, все легко. Ручки ввязываются, хвостик ввязывается, ушки, мордочка пришивается. Ну, а вышивки я уже так от себя там делала, ну, как хотела. Вот такой тигренок у меня. Кстати, вязала крючком 2,25. Ну так. Ну, на мой взгляд, чуть-чуть дырявенько как-то получилось. А вот это двойка, допустим, я вязала. Ну, здесь вот двойка и как-то петли, что ли, поровнее. Хотя здесь и деталь-то поменьше. Ну, в общем, так. Мне еще мордочка связана для единорожки. Так. Вот. Далее мне очень хотелось связать длинноногого зайца, но я не знала, из какой пряжи мне его связать. И в тот же момент мне очень хотелось повязать каких-то радужных, вот таких вот, ну, зверюшек, да, игрушек. И я решила совместить и длинноногого зайца с вот такой вот пряжей секционной. Смотрите, связались у меня вот такие ушки. Это вот пряжа такая. Ну, так сказать, из одной пряжи вязалась, я думаю, видно. И смотрите, видите, как здесь переходы? А здесь ровно полосочками. Так, связались у меня ушки. Потом я связала голову. И голова совсем получилась, ну, как земля, наверное, да, такими вот, ну, не земля. Ну, в общем, как какая-то планета на вид. Такие вот полоски интересные. Такими, ну, в общем, интересно легла ниточка. Вроде бы начиналось все так безобидно, почти полосочками, а потом вот так интересно все легло. И на вид, как будто бы эти уши уже сюда не совсем подходят. Но у меня уже связано и тело. А тело получилось практически полосатое, но вот здесь вот есть такое пятно. Так сказать, одного цвета. Ну, не одного, а двух. В общем, совершенно по-разному может ложиться ниточка в зависимости от того, сколько петель в круге. Ну, в ряду. Вот. Ну, понятное дело, я еще не собрала, только связала, но уже мне очень нравится то, что у меня получилось. Будет и радужный зайчик, и длинноногий, и все в одном. Это, кстати, схема в бесплатном доступе. Есть в Инстаграм. Также оставлю вам ссылочку. Там на фотографии зайчик связан из полухлопка. По 5 рядов вяжется каждый цвет. Ну, то есть он такой прям полосатый. 5 рядов один цвет, 5 рядов другой. Ну и вот такой вот ножки такие полосатые. По 5 рядочков. Я же просто все вязала, так сказать, без отрыва.
Ну и, в общем, вот такой смешной зайчик получился. Меня, конечно, смущает то, что голова такая. Но такой родился. Вот. Но это не все. Есть у меня еще кое-что. Наверное, это я уберу. Все-таки я уже попробовала новую пряжу. В последней закупке я показывала, что приобретала ниточку Yarnart Baby Cotton. 50% акрила, 50% хлопка. Вот. И попробовала из нее вязать. Она мне очень напомнила ниточку от Газал, также Baby Cotton. Кстати, у меня, по-моему, есть такой оранжевый цвет. Нашла. Вот у меня есть остаток Газал Baby Cotton. Так, сейчас даже сравним. Даже цвет практически одинаковый. Так, главное потом не перепутать. Так, смотрим. Пам-пам-пам-пам. Мне кажется, это одна и та же нитка. Так, ну, здесь я знаю, что 5 ниточек, а у Газала тоже 5. Не, ну это вообще... Но на ощупь они немножко разные. Вот это более такая... Yarnart более такая шелковистая. Хотя, может быть, то, что это старый моточек. Но немножко поблескивают они оба. Ну, как интересно. Ну, тут скрутка чуть-чуть поплотнее, а здесь порасхлябаннее такая. Но все равно смысл один и тот же. В общем, попробовала я вязать из этой ниточки. Вязала крючком номер 2. Вот у меня как раз было сочетание для тигренка. И вот такая вот игрушечка у меня будет. Ну, понятное дело, что это будет тигренок. Вроде бы, вот так смотрю на камеру, все красивенько. Все ровненько. Но что хочу сказать, вязать, ну, в общем, жесткая пряжа для вязания крючком. Спицами намного лучше будет вязать. И плюс, когда наполняешь холофайбер не совсем распрямляет. Вот где убавочки, где прибавочки, приходится прям хорошо так, в общем, помогать чем-то хорошо набить все запчасти, так как полотно очень плотное. Возможно, надо было попробовать вязать крючком 2,25, но так как я посмотрела, ниточка тоньше, чем Yarnart Jeans, ну, по крайней мере, на вид она такая более плоская, я взяла все-таки крючок номер 2. Ну, в общем, результат неплохой, но вязать все-таки, ну, для меня не совсем комфортно. Понятное дело, если нет какого-то цвета там или еще что-то, нечем заменить, конечно, можно повязать, но вот даже вот здесь выемка такая, видите, на голове. В Yarnart Jeans бы она бы выровнялась. А здесь нужно будет еще поприминать, в общем. Ну, это я потом сделаю, когда уже пришью ушки. Вот такие ушки. Ну, в общем, тигренок. Вот, правда, у меня не было коричневого, ну, из такой ниточки. Пришлось взять Yarnart Jeans, чтобы связать хвостик. И игрушечка получается из этой ниточки. Так, ну здесь еще ушки, да, будут.
Ну, будем мерить просто голову и ножки. Так, вот смотрите, получается 12 сантиметров. Болваночка вот эта, да? Из этой ниточки Ярнард Baby Cotton 12 сантиметров получается крючком номер 2. А вот если взять единорожку, то здесь уже получается 14. Вот от головы до ножек. Тот же крючок, но только ниточка Ярнард Jeans. Вот. Так что имейте в виду, разница большая получается. Те же руки, тот же крючок, но вот нитка другая. Хотя вот пишут метраж 165 метров, так же как и у Ярнард Jeans. Хотя нет, вру, у джинса 160 метров. Ну, то есть разница всего лишь 5 метров, а игрушка по росту разница в 2 сантиметра. Ну, в общем, я бы сказала, большая разница. В общем, это тоже не все. Слушайте, мне казалось, что так я мало связала, но на самом деле, в принципе, неплохой результат. И еще, наконец-то, я собрала куколку Ксюшу. Помните, я вязала паричок вот такой? Вот, наконец-то я довязала. Долго думала, какой цвет платьюшко мне сделать. Помните, я связала вот такие вот трусишки, чтобы не вязать белым, ну, так как марки цвет. Вот. И из вот этой вот ниточки спицами, смотрите, какое полотно получилось. Это без отпаривания, без ничего, просто вот связала и одела. Даже без как бы ВТО очень хорошо петельки легли, ровненько. Смотрите, даже у меня пуговички в цвет нашлись. Ну, здесь я вязала по кругу. В мастер-классе там нужно сшивать, а я просто соединила здесь после, в общем, после реглана. Соединила и вязала по кругу. Вот. Такая красота у меня получилась. Прям такая апельсинка. Долго лежала она у меня не собранная. Но вот наконец-то пришила ей волосы вчера. Довязала платье. В принципе, вчера только занималась, что вот связала платье и тапочки. Такая вот подушечка. Тапочки уже вязала крючком 2,25. И уже полегче вязалась. Ну, все равно полотно такое плотное у меня получается. Возможно, потому что вяжу полукрестиками. Или смешанным способом. В общем, не знаю, как его обозвать. Ну, в общем, точно не галочками. Ну, на вид красиво. Вот. Теперь у меня есть такая куколка. И соседи опять мне не дают снимать. В общем, вот такая красоточка у меня. Хочу ее отфотографировать, выставить в Инстаграм, чтобы все полюбовались и, может быть, кто-то купил. Но мне очень нравится. Хотя я показала дочке, ей не очень понравились волосы. Вот, дочке моей 9 лет. Волосы ей не понравились. Сказала, платьюшко все прекрасно, но волосы какие-то странные. Не знаю, что ей там не понравилось. Ну, в общем, сказала, волосы фигня. А мне очень нравится, что они такие вот кудрявенькие. Вроде бы больше ничего не вязала. Ну вот за исключением вот этой вот коровки. Ну, она у меня была связана, просто как бы сняла мастер-класс, показала, как пришиваю детальки. Вот. Если что, оставлю вам ссылочку на коровку. Такая реклама, вдруг кто-то пропустил и не видел. Вот. Хочу в ближайшее время отснять платьюшко. Там, в принципе, ничего сложного. Ну, пусть будет видео для новичков. И что еще хотела сказать. Хочу в ближайшее время, ну, в общем, связать игрушки по моей схеме. Все, которые я
смогу придумать и просто сделать их, так сказать, в текстовом формате. Просто буду, вот как показывала вам котика, буду показывать игрушку и вставлять просто вам схему. Может быть, в описании, может быть, просто так в видео, чтобы можно было скриншоты сделать. Вот. К чему я это вообще говорю? К тому, что я уже, ну там, не знаю, 5-е видео подряд начинаю видео с того, что тело мы вязать не будем, тело пройдете, посмотрите по ссылке, ну и там, как пришивать не буду показывать, то не буду показывать, в общем, вяжите. Ну, в общем, чуть-чуть как-то меня морально напрягает то, что я говорю одни и те же слова, практически одни и те же схемы вам показываю. Я думаю, что, ну, кто хоть одну игрушку связал, тот уже по схеме просто сможет связать детальку и пришить. Если будут какие-то сложности по пришиванию, то можете пройти на мастер-класс, ну, с примерно такой деталькой, посмотреть, как я ее пришиваю. Ну, в общем, решила, что сложности уже не будет с связанием этих игрушек. Просто сделаю вот схемки. И мне будет проще. Я быстрее все это, так сказать, свяжу и вам покажу. И не надо мне снимать, ну, как бы лишние движения делать, и вам лишние тоже лишние просмотры видео делать. Вот. В общем, такая история. Все, больше ничего не вязала, но уже приготовила пряжу. Вот такой моточек Нака Париж. Пушистенький. Хочу котика связать или зайчика. Пока не придумала что, но хочу вязать именно из этой ниточки. И вторая мне ниточка здесь лежит уже наготове. Я хочу попробовать из нее тигренка связать. Просто очень хочется посмотреть, как она ляжет в полотне. Вот. Вот такие вот 2 моточка у меня на ближайшее время. И третья сборная солянка. Это у меня вот такое вот сочетание пряжи. Это на новую игрушечку, которую я буду вязать вот по этой схеме. Ну, в общем, много игрушек по одной схеме. Вот такое сочетание. 2 коричневых, бежевый и красный. Вот. Следующая игрушечка будет такая. Ну, это которую я свяжу. Но мне еще нужно. У меня еще не собран носорог, которого тоже надо вам как бы схему дать. Ну, я не знаю, вам нужен он или нет, но я, наверное, все-таки добавлю. Кто-то же, наверное, все-таки хочет связать всю коллекцию. Я думаю, что такие есть люди. Вот, и мне поступил там как бы запрос на собачку или ослика. Тоже, я так понимаю, по этой же схеме. Поэтому вот после этой игрушечки, не буду вам говорить, кто это, догадайтесь сами. Можете мне написать в комментариях, какая игрушка может быть из вот этого сочетания моточков. Вот. Ну, а потом свяжу собачку, ослика, так как их, по крайней мере, просили. Чаще всего. Ну, точнее, собачку, ослика там не очень много просили. Больше собачку. Ну, все. Вроде бы все показала, все рассказала. Не знаю, выпущу ли это видео. Либо, может быть, еще что-то поснимаю. Ну, в общем, посмотрим, как мазь пойдет. Поэтому на всякий случай говорю вам всем огромное спасибо за просмотр, за ваши подписки, комментарии, за все вам спасибо огромное. Спасибо, что вы меня смотрите. И всем пока.